Крепкий Орешкин 2. Да, именно так. Дмитрий Борисович Орешкин протягивает нам руку помощи, наконец-то. А то так мы долго вас ждали. Доброе утро, Дмитрий Борисович. Доброе утро. Протягиваю переднюю конечность длиной 7,5 километров. Примерно. О, всего-то, господи. Да вы практически у нас тут за углом. Да, в общем-то, так оно и есть. Совсем за МКАДом, рядышком тут, скрываюсь за Московской кольцевой автодорогой, лежа в цвете камуфляжном под прошлогоднюю листву и траву, чтобы менты не поймали. Отлеживаюсь. Сейчас это актуально, а то, знаете, вас без пропуска-то и пропуск... Годы заметут, и я бы волонтеров вынужден был за водкой посылать, но, к счастью, у меня самогонка есть, поэтому я сам обхожусь. Я человек предусмотрительный. У меня здесь все свое. Это просто старая школа, я так понимаю, что чего вы только не переживали, и теперь уж и это тоже переживем. Нас так просто не возьмешь. Но должен сказать, что сегодня Радуница, день поминовения усопших. Ага. И я с прискорбием должен вам доложить, что как раз вот в прошлый вторник, когда мы закончили беседовать, я выключил компьютер, и мне жена сказала, что умер мой самый старый друг с 5 лет. Мы дружили. Сергей, скажу фамилия на букву А. Семейная правица, не хочу нарушать. Диагноза нет, но отвезли его в коммунарку. Понятно, что это был коронавирус. У вдовы уже найдена положительная реакция, но она девушка помоложе, она крепкая, выздоравливает, лечится, вовремя подхватили факт инфекции. Ну а Сергей умер. Неделю с тех пор не могут провести вскрытие. И я это не к тому, чтобы пнуть там начальство. Я просто думаю, что там действительно остро не хватает людей, больница перегружена, многие увольняются и так далее и тому подобное. Я к чему это рассказываю? К тому, чтобы напомнить, это все-таки серьезно. Вот Сергей, он был, как все уверенные все мужики, он был очень яркий, талантливый, у него был неплохой бизнес. Он в свое время был лидером, так сказать, неформального профсоюза на горбушке, когда их чморили. Как мог, сопротивлялся. Он искренне верил, что его обойдет. А вот не обошло. Он попал в те самые 5% для нашей возрастной генерации, которые, заразившись, имеют шанс умереть. Он этот шанс приобрел. Так вот, берегите себя, пожалуйста. Это серьезно. Не пренебрегайте простыми правилами. Но и не впадайте в панику. Потому что шансов попасть под колесо истории не так уж много, но зачем их увеличивать? Это первое. А второе. Вот чем он был хорош, светлая ему память. Он никогда никого ничему не учил, не проповедовал, решал сам за себя. Вот он решил, что он будет работать в своей гостинице, работал и где-то там, значит, что-то вдохнул. А может, он вдохнул это где-то в больнице, куда его на рутинное обследование положили. Бог знает. Но он не был клириком, проповедником, истериком. Он просто принимал решение за себя, за свою семью. В данном случае он принял, видимо, ошибочное решение. Но я хочу сказать, что гораздо хуже для страны, для страны, те, кто разгоняет волну, те, кто впадает в панику или, наоборот, говорят, да нет, нам это все, мы картошкой займемся, хоккеем вылечимся. Надо относиться к действительности с уважением. Есть опасность, эту опасность надо убирать. Мне очень прискорбно, потому что я в этой комнате, где с вами сижу и разговариваю, мы с ним любили покурить сигаретку, когда он к нам в гости приезжал, и теперь этого уже никогда не будет. Пожалуйста, еще раз, берегите себя. А я хотел бы перейти уже к текущей новостной повестке и напомнить высказывание как раз одного из персонажей, который отказывается верить, что у нас есть коронавирус, и вообще считает это все жидовскими происками. О, как! Схиегумен, я слов таких не слышал, Схиегумен Сергий из Среднеуральского женского монастыря. По-моему, он произнес блистательную совершенно речь, и она должна быть записана на серебряном дожде. Она у нас и есть, и даже давайте послушаем. Подавление богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста, закрывая храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагают народу Божию общаться с Богом по онлайну. Предлагаю
страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающие русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спинелонга. Смею вас уверить, что как только это произойдет, тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род. Схиегумен Сергий. Дмитрий Борисович, вы же у нас, если мне не изменяет память, по памяти, с географией хорошо, в отличие от меня, знаете? Ну, не то чтобы хорошо, но пытался изучать, да. Ее же невозможно знать, ты же не сможешь носить в себе весь атлас. А где этот остров Спинелонга. Это знаете что? Я поленился посмотреть, насколько я помню, я могу ошибиться, но мне кажется, это где-то в Средиземном море, недалеко, в районе контроля греческого, и там он отличался тем, что там был лепрозорий. Туда остров вот этих заразных. Слушайте, надо изучить хоть предмет-то, а то как-то, знаете, Схиегумен знает, а я вот с остров Спинелонга надо подучить. Как-нибудь еще съездите. Да, я уж понял, что тут надо уже как-то, собственно говоря, куда можно спланировать майские. Да, хорошая форма проведения досуга, да. Конечно. Так вот, я, поскольку поражен старческим маразмом и, в общем-то, являюсь сторонником закрытия храмов на время пандемии, с удовольствием принимаю от отца Сергия проклятие и желаю ему в ответ телесного здравия и в особенности умственного. Это как раз вот тот, скажем так, уникальный случай, когда моя позиция совпадает с позицией патриарха Кирилла, который вот этим православным коронавирусным диссидентам в своей системе пригрозил церковным судом. В общем, из этого можно сделать вывод, что проклятие отца Сергия не слишком дорого стоит, коли сама Матерь Церковь подозревает его в скудости веры или, как минимум, вот, в недостаточности смирения. Он такой несмиренный мужчина-то, да, фактуристый. Я бы его в Думу, честно говоря, бы загнал бы. Вот. Как раз я к этому хотел немножко перейти. Потому что в Думе-то у нас таких, по-моему... Не хватает. Знаете как, мне кажется, что иногда избыток даже. Но настоящих-то буйных, может, и мало, но все-таки на какой вкус? Вот на мой вкус многовато. А вы, как человек темпераментный, может, вам побольше надо. Я бы, знаете, по крайней мере, заседание Государственной Думы бы смотрел бы, хоть бы географию вот подучил. А-то вот какой он, однако, Значит, что касается отца Сергия, то я должен сказать, что поразительным образом совпадает с позицией ортодоксальных иудеев в Израиле, которые тоже отрицают этот самый коронавирус. Я уж не знаю, чьими происками они его объясняют. Тот-то объясняет, что там же жиды уморили уважаемого патриарха Алексия II, и, видимо, поставили Кирилла на его место, я уж не знаю. А вот что думают в Израиле про ортодоксальные иудеи, про тех, кто принес им туда коронавирус, они тоже отказывались в него верить, но вроде бы их действующие власти убедили. Но тем временем именно в этой общине получился относительно Израиля максимум заболеваемости, максимум смертельных случаев. Аллах там или Христос с ними, или Яхве, я не знаю, как у евреев называется Бог, я знаю только, что через черточки его пишут. Аллах с ними со всеми. Речь немножко о другом и о важном. Речь о том, что есть люди, и их много, которые вот подобного рода параноикам верят и готовы идти за ними вот в огонь и воду, до пены изо рта. И вот как быть с такими людьми? Потому что их, как выясняется, очень много, и у нас в стране в том числе. Здесь я не могу не вспомнить моего любимого персонажа из «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя. В том месте, где прогрессивная общественность города Н совсем сорвалась с рельсов, обсуждала, кто такой Чичиков, откуда он взялся, и там шла дискуссия о том, не является ли Чичиков капитаном Копейкиным,
что идея была опровергнута, потому что у капитана Копейкина не было ноги и, кажется, не было руки, а у Чичикова все было на месте. Тогда предположили, что, возможно, Чичиков – это переодетый Наполеон. И тут следует любимая цитата, значит, про купцов, которые как раз эту тему обсуждали. И Гоголь пишет: «Купцы сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже 3 года сидевшего в остроге. Пророк пришел неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшимся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи за 6 стенами и 7 морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром». Вот касательно схиегумена Сергия ситуация немножко походит, потому что он, правда, без нагольного тулупа, но пришел неизвестно откуда. Точнее говоря, есть сообщение, что он до этого провел 13 лет строгого режима по обвинению в убийстве, был замечен в ближних отношениях с купцами 90-х годов, естественно, которые носили красные пиджаки. И вот с помощью купцов он и построил это замечательное сооружение, откуда вещает городу и миру. Но, видать, поссорился с нашей официальной церковью. Так вот, мне непонятно, на самом деле, это серьезная проблема. Что с такими персонажами делать? Запрещать, там, сажать? Но ведь есть право на свободу слова. Только в Думу, потому что я считаю, что... А всю Думу целиком на остров Спинолонга, да? Ну, Нет. И оттуда как раз видеотрансляции. И все, смотрите, как мы все устроили мило. Мы хорошо жили. Так жизнь налаживается, что называется. Ну, у меня много прогрессивных идей, если что, я могу. Обращайтесь. Да, всегда. У нас время до паузы есть еще? Есть, у нас Дмитрий полно Борисович. времени. Ну, хорошо. Значит, здесь, как не вспомнить моих любимых персонажей. Вот госпожа Поклонская. Одно время, кстати, она была замечена последовательницей отца Сергия. Это у них такая так называемая секта цаrebожцев, которые считают, что государь-император, по крайней мере, святой. Он, в общем-то, по официальным параметрам вроде как не святой, а просто страстотерпец, то есть его православная церковь к святым-то не причислила, а просто считает, что он принял страсти при смерти и смиренно принял эту смерть, и именно поэтому его следует высоко оценивать. А у церкви есть к нему некоторые претензии, он себя вел не идеальным образом с точки зрения церковной иерархии. Ну, значит, госпожа Поклонская вот эта, которая увлекалась отцом Сергием не так давно, тоже ведь яркая личность. У нее СРМ, помните, бюст внезапно замироточил. Только, естественно, не над грязи там, потому что все знают, что это был бюст государя-императора. А потом все знают, что он на самом деле не мироточил. Но ей-то какая разница? Она верит и от того счастлива. И мне по этому поводу мне вспоминается история с Матильдой. Потому что ассоциативно сейчас с новым кино это связывается. Матильда, помните, как мы негодовали? Сколько было страстей там... Казаки даже ходили. Ходили, страдали, писали, убивать там грозились, требовали запретить. Кинотеатры пытались сжигать, всяко было, да? Нет, а сейчас забыли совсем, как-то даже досадно, спустили на тормозах. Вот такие вот дела. Значит, сейчас бьются о другом в сфере культуры. Значит, это одновременно и клевета на татарский народ, великий и уважаемый, и на светлое коммунистическое прошлое. Какое-то кино, я, признаться, вы мне только не мешайте, попытаюсь вспомнить его название. Оно довольно, в общем, серенькое кино, как мне показалось. Я посмотрел кусочек, мне не понравилось. Но какой шквал страстей. Называется то ли Гюльчатай открывает личико, то ли тут нам истопника открыл глаза. Не помню. А может, поднимите мне веки, что-то в этом стиле. Тем не менее, вот уже член Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов потребовал запретить демонстрацию этого кино по телевизору, а главную... А я знаю, это Сталин открывает глаза, я вспомнил этот фильм. Кто? Милонов открывает глаза? Сталин открывает глаза. Ага. Вот. Это такое совмещенное кино. Лишь бы не встает из гроба, коллеги, я хочу сказать. Это по-разному. Зависит от того, был ли тогда коронавирус. Медные такие, бронзовые, тяжелые глаза. Да.
Так вот, а Чулпан Хаматова, да? Да, Чулпан Хаматова, актриса, которая играет главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по книге Гюзель Яхиной. Для тех, кто к нам только что присоединился. Но уже был же другой фильм про Сталина. Он ее сравнил с лектором Ганнибалом. Вот я имею в виду Виталий... Милонов? Хаматову? Да? Серьезно? То, конечно, слабовато, потому что нарушаются каноны кликушевского жанра. Надо было все-таки сравнивать с переодетым Наполеоном. Ну, куда Хаматовой до Ганнибала Лектора? Или куда Милонову до вот этого самого пророка в нагольном тулупе? Ой, слушайте, я не могу не вспомнить еще раз. Тут же еще ведь не только нагольный тулуп. Тут еще есть и Ринальдо Ринальдини, такой был романтический герой. И здесь, опять же, у Николая Васильевича, моего любимого, вспоминается диалог между дамой просто прекрасной. Ну, допустим, это автор сценария, да, и дамой прекрасной во всех отношениях. Допустим, это исполнительница главной роли. Я позволю себе процитировать. «Вообразите себе только, — говорит одна дама другой, — что является Чичиков, вооруженный с ног до головы, вроде Ринальдини, и требует: продайте все души, которые умерли». Коробочка отвечает: я не могу продать, потому что они мертвые. Нет, говорит, они не мертвые, это мое дело, говорит, знать, мертвые они или нет. Они не мертвые, кричит, не мертвые. Словом, скандальозу наделал ужасного, вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричат, никто никого не понимает, но просто орёр. Ну да, вот у нас тоже вся деревня сбежалась в интернет. Блестяще. Орёр. Просто сплошно. И ребенки плачут. Я плачу, просто заливаюсь слезами, сил нет. Ну, смотрите, что происходит. Кадыров ради коронавируса побрился на лысо, чтобы не ходить в парикмахерскую. И объяснить, почему они закрыты. И все менты чеченские вслед за ним. Вот что значит народная сплоченность. А как же борода? Борода осталась. Борода при нем. А давно ли он отрицал коронавирус, этот самый, и велел всем членам своей секты чистить кровь чесноком? Недавно. Ну, что тут делать? Шах ты, Господи, Аллах Акбар. А Собянин заметил, я не знаю, заметили ли вы, он наоборот оброс, потому что парикмахерские в Москве закрыты, и ему некогда о себе подумать, он день и ночь только о москвичах. Лукашенко, вот это, наверное, последний из государственных деятелей, который все-таки хранит верность идеям отца Сергия и изгоняет призрак коронавируса, я уж не знаю чем, бульбой он изгоняет, хоккеем, да, он говорил лед и хоккей. И еще он сосны сажал на свежем воздухе. Вот ему, пожалуй, белорусам будет хуже всех, потому что времени потрачено много, зараза уже расползлась. Можно, конечно, много рассказывать про целительность хоккея и про здоровье нравственное белорусского народа, но коронавирус, он чихать хотел. Вот он чихать хотел на чувства верующих. Собственно говоря, и на проклятие святых отцов тоже. У святых отцов своя паства, а у коронавируса своя. Но на этом тема-то, в общем-то, не исчерпывается, потому что, например, нам тут сообщают, что Ким Чен Ын, отец родной. Святее всех святых. Вы прямо на святое сейчас наступаете. Вы что, знаете, у нас здесь секта поклонения Ким Чен Ыну. И вообще всей семье Инов. Я сильно подозреваю, что там тоже дело идет о самой... Да? Но Ким Чен Ын, он же великий, он же не может самоизолироваться, он же победитель. Да. И в КНДР вообще невозможно никакого коронавируса. Поэтому вместо этого он исчез, да, мы его не видим. И, соответственно, вся мировая общественность бурлит, рассказывает, что он уже умер или влачит вегетативное существование. И отныне свободолюбивой Корейской Народно-Демократической Республикой по наследственному праву будет владеть его сестра Ким Йо Чон. Ну, что тут скажешь? Только вспомнил советского патриота Владимира Тимакова, который, доказывая исторические преимущества коммунистической секты в борьбе со всякими супостатами, уже сделал вывод, что второй после Китая страной, победивший коронавирус, стал социалистический Вьетнам. Почему он забыл про КНДР, Таджикистан или, скажем, там, Туркмению, я не могу даже предположить. Вот забыл, хотя там преимущества социализма со времен Советского Союза законсервированные бьют в глаза еще сильнее. Там вообще никаких больных нет. Но вот он почему-то считает, что социализм побеждает коронавирус. Ну, как, собственно говоря, Владимир Ильич Ленин на 7-м съезде Советов говорил: товарищи, или вши побеждают социализм, или социализм побеждает вшей. Социализм
Дел шеи, все отлично. Так вот... В Африке такая же, кстати, ситуация. Там тоже нет заболеваемости вирусом. Но это связано с тем, что... Это не важно, с чем связано. Главный факт остается фактом. Главная победа, она налицо. Победа налицо. В Африке вообще нет коронавируса. Совсем. Вот и все. А уж по какой причине, это второй вопрос. Черный народ, во-первых, духовный, да. а второй здоровый физически, в отличие от белых хлюпиков. Вот, наконец-то вы сделали правильный вывод. Ну, слава богу. Я все мучаюсь. Когда же меня, наконец, одобрят с той стороны экрана? Короче говоря, значит, просто какая-то беда. Вот, фантасмагория, да уж. Пурга сплошная. Ну, что тут сказать? Значит, вот говорят, что какая-то умная японская газета Шукан Гёндай со ссылкой на китайского врача сообщает, что он шел во время одной из поездок, упал, схватился за сердце, делалось ему сразу стентирование этого самого сердца. Хирург очень нервничал, 8 минут не мог поставить стенд. В результате вождь впал в овощное состояние. Вождь стал овощем. И даже китайские медики не смогли ничем ему помочь. Но я-то думаю, что он очень скоро воспрянет ото сна, и народу, как всегда, свеж и прекрасен, рост 170 сантиметров, вес 140 килограмм, и всем станет ясна цена вот этих грязных инсинуаций буржуазной прессы. В общем, жизнь у нас богата, я себя чувствую счастливым тараканом в слайдере, который все время видит другие разные картинки. И моя жизнь полна, насыщена впечатлениями. И я думаю, что очень значительная часть моих соотечественников пребывает примерно в таком же состоянии. Народ любит вещи простые, быстрые, понятные. И эффективные же, главное, чтобы они были. В смысле, что они нравятся народу. Ну, правильные по сути. Еще он любит вождей. Вот, а здесь очень серьезная тема. Не всякий народ любит вождей. Вот Николай Александрович Романов очень бы оскорбился, если бы его назвали вождем. Потому что вождь – это все-таки для первобытного племени, для дикарей. А вот товарищ Ленин почему-то любил, когда его называли вождем. А товарищ Троцкий любил. А уж про товарища Сталина и говорить не приходится. Так вот, чем старше я становлюсь, тем мне как-то яснее становится, что с моим народом Российской империи сделали что-то ужасное для того, чтобы не низвести его до уровня вот той самой Орды или того самого племени, которое нуждается в вожде. Все это было сделано с большой кровью, большими потерями, и начиная с 1917 года, когда сначала 2 миллиона человек просто эмигрировали, потом здесь наиболее толковых оставшихся добивали, и в результате построили то, что построили. Вот вторую часть программы я бы, честно говоря, посвятил как раз тому, что же мы здесь получили, почему мы во всю эту пургу верим и не можем разобраться, где правда, где неправда, почему у нас нет уверенности в своих собственных силах. Почему у нас интерес падает через 1,5 минуты, если нам не расскажут что-нибудь про кого-нибудь, очень конкретное, очень простое и очень, я не знаю, как жизнеутверждающее или, наоборот, пугающее. Вот в других странах почему-то это работает, а у нас тоже работало. Но вот я гляжу, как в течение последних 3-5 лет нас с вами превращают в идиотов. И благополучно таки превращают. Дмитрий Борисович Орешкин, спасибо. Друзья, в эфире «Серебряного дождя». Не переключайтесь. Оставайтесь под «Серебряным дождем», присылайте комментарии, мы очень скоро продолжим. Крепкий Орешкин 2. Всем доброе утро. Дмитрий Борисович Орешкин. Не просто так он отметил семью Кимов, которым мы с Дарьей Санной здесь поклоняемся. Ведь вы заметили, что следующий руководитель нашей дружественной Корейской республики может оказаться с очень важной буквой, с буквой «Ё». Ни в одном языке буквы «Ё» нет, а у нас может быть оказаться настолько близкий друг, который просто зовется «Ё». Дмитрий Борисович, что вам? Я с трудом думаю, что если у нас есть буква «Ё», то поди она и у корейцев тоже должна быть. Ну, есть даже руководитель с буквой «Ё».
Так что, ну да, и всему остальному миру мы спина к спине можем противостоять. Вот. 2 буквы «ё» в одном слове. Это правда. Ну, в общем, вот на этом фоне достаточно безумным, скажем прямо, глава Центробанка Зулейха Набиуллина открывает глаза академику Глазьеву насчет загадочной судьбы отечественных рублей. Ну-ка. Об этом стоит поговорить, мне кажется, потому что это не шутки. Руководство Центрального банка призвало Министерство экономического развития оптимизировать коммуникационную деятельность Глазьева, а у нас академик, как коллегия Евразийской экономической комиссии ЕАЕК от РФ, потому что эта деятельность несет репутационные риски в реализации антикризисных мер, и к тому же Глазьев недопустимым образом искажает информацию о ситуации с рыночной волатильностью. Вот это серьезный вопрос. Это цензура или нет? Должен Центробанк ограничивать деятельность министра, а у Глазьева сейчас практически ранг министра, который по делам Евразийского содружества, или не может? Я считаю, что зря. Я считаю, что Набиуллина подставилась. Не надо было ей выступать. Надо было просто подарить Глазьеву нагольный тулуп от отзывающейся тухлой рыбы. Но, с другой стороны, он все-таки не просто там критик, как там Михаил Хазин или там господин Платошкин. Много критиков Центробанка. И их никто не ограничивает, кстати. А он все-таки официальное лицо, министр, член команды, а не свободный властитель эфира. Значит, ему там нужна какая-то корпоративная солидарность, нужна какая-то корпоративная этика, в связи с которой он не должен подрывать те шаги, которые реализует правительство. Или должен? Не знаю. Вот это очень сложный вопрос, над которым есть смысл задуматься. Точно так же, как вот с тем батюшкой Сергием. С одной стороны, он вроде как свободен проповедовать все, что надо, а с другой стороны, над ним же есть какое-то церковное начальство, с которым у него непростые отношения. Церковное начальство хочет мириться с властью, а он считает власть богоборческой и требует не закрывать храмы, а наоборот, туда как можно большему количеству людей приходить, чтобы там дать отпор вот этим самым измышлениям насчет коронавируса. И как тут быть? Запрещать? В общем, проблема очень сложная. Третий вопрос, который касается Набиуллиной и Глазьева, и о чем никто не говорит. Не есть ли это открытое, частное, маленькое проявление обострения конфликта двух партий в Кремле? Условно говоря, та партия, которая стремится взять под контроль тумбочку, и та партия, которая знает, как эту тумбочку наполнять деньгами. Мне кажется, что в этом есть смысл, и именно с этой точки зрения и надо смотреть, как, например, такой юрист, как... Господи, выскочила из головы фамилия. Ну ладно, бог с ним, с юристом. Но, во всяком случае, можно говорить о том... Дмитрий Анатольевич Медведев у нас главный юрист. Один из. Но еще есть персонажи, которые там готовили... Клишес, что ли? Крашенинников? Клишес, правильно, спасибо за подсказку. Так вот, господин Клишес как раз решительно наехал на мэра Москвы, потому что он нарушает права граждан. Это тот самый Клишес, который как раз придумал вот это обнуление сроков и так сказать, то, что он сделал с Конституцией, с моей точки зрения, выглядит малоприлично. Но сейчас он выступает... Он на ней, по крайней мере, после этого женится. Бог мой, о чем вы говорите? Я прям даже не в силах понять. Что он с ней сделал, и поэтому у него причинно-следственная связь. После этого только жениться на ней. Поскольку он ее оплодотворил, теперь как джентльмен должен жить. Конечно, все по-честному. Ну, в общем, я вижу, на самом деле, если говорить всерьез, то, значит, вот эти постоянные конфликты между условной группой Собянина, там, скажем, Кудрина, там, скажем, еще целого ряда в администрации президента личностей, и, грубо говоря, силовиками, с интересами которых тесно связаны господин Глазьев и господин Клишес. Ну, ладно, значит, на самом деле я хотел объяснить, что у господина Глазьева
который говорит о том, что необходима денежная эмиссия, значительно увеличить выпуск денег, приводит в пример Китай, где монетизация экономики в 2,5 раза больше, чем ее объем, а у нас всего наполовину от объема. Значит, он считает, что Центральный банк работает не в интересах российского рубля, а в интересах американских хедж-фондов, ну, опять же, в интересах врагов, конечно. И он говорит, что необходимо обеспечить дедоларизацию экономики, то есть отделить рубль от доллара, сделать его самостоятельной валютой цены и платежа во внешнеторговых инвестиционных операциях, что выглядит очень соблазнительно, потому что и патриотично, и понятно, и богатых хочется обжать, и денег побольше получить. Почему же здесь госпожа Набиуллина протестует? Потому что у нее за спиной очень большой опыт, реализованный товарищами Лениным и товарищами Сталиным. Вот как раз это-то очень важно, потому что на самом деле у Глазьева никаких новых идей нет. Он все исходит из той самой марксистско-ленинской науки, которая рассчитана на то, что решение простое, понятное, быстрое и неправильное. Вопрос ведь не в теоретических обоснованиях. Они выглядят очень правильно и соблазнительно. А вопрос в том, как это реализовалось на практике. Я себе позволю углубиться в опыт Владимира Ильича Ленина, которому как раз вот 150 лет исполнилось, и мы недооцениваем ее творческое наследие. Я в этом глубоко убежден. Вот особенно это касается как раз денежных вопросов, о чем мало кто интересовался почитать то, что написано у Владимира Ильича, а стоило бы. Так вот, значит, кратенько, у нас с вами остается 10 минут. В сентябре 1917 года, за месяц до Октябрьской революции, в статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», Владимир Ильич Ленин пишет, справедливо ругая правительство Керенского за инфляцию. Вот что он пишет. Все признают, что выпуск бумажных денег является худшим видом принудительного займа, что он ухудшает положение всего сильнее, именно рабочих, беднейшей части населения, и что он является главным злом финансовой неурядицы. Абсолютно здравые слова. Любой современный экономист скажет, что инфляция – это дополнительный налог, который сильнее всего бьет по бедным. Почему? Потому что в выигрыше государства и те, кто при нем стоят в первой очереди на получение денег. Вот только что денежки напечатали, они еще не прошли через рынок, они еще там не прошли клиренс через балансировку, они по старой цене, на них можно купить и труд, и какие-то там промышленные заказы по старой цене, а деньги-то новые, они на самом деле государству ничего не стоили. Потом, когда эти деньги ушли на рынок, выстраивается новый баланс, и оказывается, что денег больше, услуг меньше, и, значит, соответственно, деньги дешевеют, и уже этими подешевевшими деньгами начинает оперировать то самое население, беднейшее. До них когда дойдет? А первыми нагрели руки на вот этом самом инфляционном налоге лоббисты, которые ближе всего к государственной корпорации. И именно поэтому так заинтересованы в инфляционной накачке бюджета те люди, у которых прямой доступ к государственным кабинетам. Именно они получат пирожки первыми, когда те еще горячие, а население останется обгладывать остатки. Так вот, Ленин прав, когда ругает Керенского за инфляцию. Но, захватив власть через месяц после этой самой статьи, которая называется «Грядущая катастрофа», Ленин начинает заниматься ничем иным, как тем самым печатанием денег. Потому что ему надо платить людям зарплату, ничего не производится, частная собственность уже запрещена, никакой другой собственности не существует, а людям надо есть 3 раза в день. Откуда ему брать деньги? В казну они не возвращаются, потому что казна ничего не продает, у нее просто пустые закрома. Каждый месяц он вынужден печатать эти самые денежки, вбрасывать их в экономику, естественно, каждый раз облегчая вес этого самого рубля. При этом он объясняет, через всего-то полгода с небольшим, в мае 2018 года на первом съезде представителей финансовых отделов, советов, что на самом деле означает его финансовая политика. Вот что он говорит. Деньги, бумажки, все то, что называется теперь деньгами,
Эти свидетельства на общественное благосостояние действуют разлагающим образом и опасны тем, что буржуазия, храня запасы этих бумажек, остается при экономической власти. Мы должны предпринять строжайший учет имеющихся бумажек для полной замены всех старых денег новыми. В самый короткий срок каждый должен будет сделать декларацию о количестве имеющихся денег и получить взамен новые. Если сумма окажется небольшой, он получит рубль на рубль. Если она превысит норму, он получит лишь часть. Это первая конфискационная реформа советской власти. Май 2018 года. По сути, дефолт государства и отказ от собственных финансовых обязательств. Они выпустили деньги, они оплатили ими труд. У людей эти деньги на руках. Они хотели бы их тоже потратить. Они говорят: нет, господа, эти деньги больше не работают. Вам придется становиться в очередь ко мне за новыми деньгами. И опять работать. А я вам выдам эти новые бумажки, уже пролетарские, уже справедливые, уже ориентированные на то, чтобы повысить благосостояние. И, естественно, от этого пострадает в первую очередь самая беднейшая часть населения и рабочие, потому что им-то как раз принести на рынок там мамины драгоценности или папино драповое пальто не удается. Они что заработали, то проели. Именно по ним наносит удар Владимир Ильич Ленин в первую очередь, рассуждая о том, что надо уничтожить буржуазию, надо лишить ее имеющихся бумажек, потому что они оставляют ее при экономической власти. Он уже к весне 2018 года практически готов затопить страну новыми бессмысленными деньгами, за которыми ничего не стоит. При этом он требует от крестьян продавать хлеб по 6 рублей за пуд, как до революции. Хотя реальная цена на рынке уже 50 рублей. А летом она становится 150-200 рублей. Что делает производитель хлеба? Он идиот? Он что, не понимает, что делать под этим дождем денег, которые печатает Владимир Ильич? Вот он сегодня продаст хлеб, а завтра он останется с этими деньгами, которые через месяц вдвое подешевеют. Потому что Владимир Ильич уничтожает классового врага вместе с его запасами денег на руках. Значит, экономика просто ложится. Мужикам нет смысла производить этот самый хлеб, нет смысла его продавать. Ленин идет дальше. Раз они не продают за наши советские деньги, которые мы только что напечатали, надо изъять этот хлеб силой. И он пишет декрет о продовольственной диктатуре 8 мая 2018 года. Для спасения от голода ввести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей себя излишки хлеба. Точно определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки и не вывозящие их на станции в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа, подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из общины. То есть за свою обязанность обеспечивать качество государственной валюты, качество того самого рубля, он выполнять отказывается. А заливает страну пустыми деньгами. А в ответ требует сдавать хлеб от крестьян по старой цене. К тому же за свой счет привозя его в места ссыпки, сдачи и так далее. По сути дела, это то, что называлось ордынская дань. Или ты сдаешь, или тюрьма, или тебя расстреляют. Просто разверстка в татарском ханстве, скажем так. Время кончается, да? Да, Дмитрий Борисович, мы продолжим только в этой части. Да, через несколько минут Дмитрий Борисович Орешкин, Дмитрий Потапенко, Дарья Гордеева. Друзья, ваши комментарии ждем на СМС-портал WhatsApp и Viber. Оставайтесь с нами. Крепкий Орешкин 2. Да, именно так, Дмитрий Борисович Орешкин, голос разума в нашей темной студии. Ну да, залитой солнцем или залитой солнцем студии. Да. Хорошо, у нас осталось совсем мало времени, поэтому я побыстрее, тезисно. Поскольку Владимир Ильич Ленин убил российскую валюту из идеологических соображений, поскольку коммунизм денег не предусматривает, и из практических соображений, чтобы уничтожить запасы валюты на руках классового врага, денег у него нет.
Соответственно, у него не остается режима для того, чтобы, или рычагов, для того, чтобы собрать эти самые хлеб в голодные города. И тогда он 26 мая уже 18 года, опять же, пишет тезисы по текущему моменту, которые в то время опубликованы не были. Их опубликовал только Сталин в 1931 году, когда ему понадобилось обоснование теоретическое его коллективизации. Он нашел эти выступления Ленина. Так вот, вот что пишет Ленин в мае 18 года. Сосредоточить 9 десятых работы военного комиссариата на переделке армии для войны за хлеб и на ведении такой войны на 3 месяца, июнь-август. Объявить военное положение во всей стране на это же время. Мобилизовать армию, выделив ее здоровые части, и призвать 19-летних хотя бы в некоторых областях для систематических военных действий по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива. Это начало гражданской войны. Он первый начинает гражданскую войну. Он ее прямо так и называет. Террористическая и война за хлеб. Потому что иначе он хлеб отобрать у крестьян не может. Купить ему не за что, не на чем. У него денег нет. Все это продолжается замечательным образом. В результате к 2021 году страна скатывается в прямой голод. Мужикам нет смысла сеять хлеб, потому что их в лучшем случае его никто не продаст, не купит, потому что деньги никому не нужны. А в худшем просто придут и отберут. Значит, еще самих сошлют, самое главное. Тоже, чтобы жизнь медом не казалась. Стоит все это недобора населения от голодных смертей, от болезней, от гражданской войны, от бунтов, от их подавления в общей сложности 10 миллионов человек. Это не умершие прямо 10 миллионов человек. Это те, которые должны были бы родиться, но не родились. Вот, потому что недоедание, женщины не рожают, дети умирают и так далее. И уже к 2021 году Владимир Ильич Ленин, понимая, что он зашел в тупик, потому что ему нечем платить войску, ему нечем платить своим бюрократам. Про крестьян, которых он называл русскими полуварварами, он чрезвычайно мало задумывается. Но в 2021 году он понимает, что тупик, надо как-то выбираться. И пишет Николаю Николаевичу Крестинскому, это такой юрист, экономист, естественно, большевик, записочку: просьба рассчитать хотя бы самый грубый и общий план восстановления нашей валюты. Надо приступить и поскорее к тому, чтобы путем такого или подобного расчета начать нам реформу нашего совсем запущенного, ни с чем не сообразованного, стихийно, бессистемно вспухшего бюджета. Вот позвольте, как это бессистемно? У нас же ведь социалистическое общество, оно отличается как раз системностью и планомерным развитием. Как это ни с чем не сообразовано? Сообразовано как раз с прямыми указаниями Владимира Ильича Ленина и марксистско-ленинской теории. То есть понятно, что Ленин дошел наконец до мысли, что валюту надо восстанавливать, чтобы экономика работала. Появляется НЭП. И НЭП дает удивительные результаты. НЭП начинается с золотого червонца, с того, что имеет четкий курс на твердую валюту. За нее есть смысл производить хлеб. За нее есть смысл этот хлеб продавать. И тут же сразу мы поразительным образом получаем экономический рост, вплоть до того, что на 57% за один год растет производство в 2024-2025 годах. Потребительские цены снижаются на 20% в твердой валюте, уже в золотом, ленинском рубле они считаются. Производство сельскохозяйственной продукции выросло в 1,4 раза. Отзывается деревня могучим демографическим рывком. По 3,5 миллиона человек в год прибавляется, в отличие от ленинских времен голода, когда число людей сокращалось. 30 секунд у нас, Дмитрий Борисович. И все это кончается, когда товарищ Сталин понимает, что так же, как Ленин, что деньги уходят к классовому врагу, надо эти деньги убить, чтобы сохранить и стать вождем. И начинается то, что называется коллективизация, а вместе с ней голодомор. А об этом мне рассказать времени, к сожалению, нет. В следующий раз обязательно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Прощаемся до следующего вторника, друзья. Это был независимый политолог Дмитрий Борисович Орешкин. С Дмитрием Валерьевичем Потапенко прощаемся до четверга. Я напомню, завтра с 9 до 11 утра. Лев Ганкин, Анна Титова, я, Дарья Гордеева. Дима к нам в 9 утра в четверг вернется. А куда ж едем?